Всем привет, ребята! Вы на канале Оазис Знаний. Порой перед женской хитростью бессильны даже самые стойкие и внимательные представители сильной половины человечества. Женщины коварны, им известно такое количество изощренных способов затуманить твой мозг, что перечислять все абсолютно нет смысла. Но некоторые все же стоит выделить. Мы подскажем тебе, с какими женщинами следует сохранить особую бдительность, чтобы в один прекрасный момент не попасть на один из самых опасных крючков в твоей жизни. Штамп в паспорте. Есть категория женщин, которым нужно во что бы ни стало заполучить свой заветный штамп в паспорте. Они готовы на все, только чтобы жертва не ускользнула из их рук. Они расставляют свои сети везде, где только можно, и ждут, когда рыбка попадется в их сеть, работая на несколько фронтов. Этих женщин мало волнует, любят ли их избранные жертвы или нет. Им все равно, кто будет рядом. Главное избавиться от одиночества, доказать всем и всякому, что я не хуже других, так как имею законного мужа. В начале отношений такая женщина мила и кокетлива, но проходит какое-то время, и она начинает действовать. Хочет как можно поскорее свою заветную мечту воплотить в жизнь. Но как только узнает, что выбранная ею жертва не собирается связывать себя брачными узами, сразу теряет интерес к мужчине. Женщина-фурия. Злая женщина – один из самых опаснейших типов, которые только можно представить. Такие обычно злятся на все и всех вокруг, включая даже собственных детей. Особую ненависть женщины-фурии питают к мужчинам, обвиняя их во всех существующих и несуществующих проблемах. С такими женщинами нужно быть особо осторожным, они, словно змеи, тихонько и основательно втираются в доверие, после чего совершенно внезапно наносят смертельный удар. Обычно они преследуют одну единственную цель – отомстить, действуя искусно и основательно. К сожалению, укусы таких змей чрезвычайно болезненны и заживают крайне редко. Женщина-сыщик. Она начинает тотальную слежку с элементами допроса с первой же секунды знакомства, стремясь выяснить все, как много любовниц было в твоей жизни, сколько из них ты искренне любил. Такие сыщики пытаются выведать любые подробности и факты, и чем больше в них личного, тем сильнее азарт. Ее интересует совершенно все: твои тайные пристрастия, уровень зарплаты, привычки, круг общения, планы на будущее и многое-многое другое. И даже если ты выдержишь такое давление в самом начале отношений, дальше проще не станет. Абсолютно все твои действия будут контролироваться, и практически ничего личного у тебя не останется. Так что беги. Лимитчица. Тебе наверняка известны истории о том, как женщины, переезжая в большие мегаполисы в поисках лучшей жизни, пытаются любыми правдами и неправдами обрести статус горожанки. И, конечно же, единственным решением данной проблемы они видят замужество, как гарант постоянной прописки. В случае, если тебя угораздит связаться с такой барышней, старайся внимательно слушать, о чем она болтает с подружками и что говорит тебе, когда заканчивает сладко петь о своей большой и безграничной любви. Так что будь внимателен, для нее ты можешь быть лишь одной из ступеней, ведущих к прописке. Одинокая мама. На ее хрупких женских плечах лежит забота о ребенке, тянущая за собой постоянный финансовый кризис. Выживать на одну зарплату крайне трудно, кроме того, ребенку необходим папа. А огромное количество проблем вынуждает женщину соглашаться на любой вариант, хотя бы немного замаячивший на горизонте. А такие отношения, как известно, редко заканчиваются чем-то хорошим. Спортивный интерес. Такие женщины всегда открыты для знакомства с новыми мужчинами, и их, как ни странно, совершенно не интересуют серьезные намерения. Им нужно лишь одно – находиться в окружении представителей сильной половины человечества, и желательно разных, потому что с одним единственным партнером им быстро становится скучно. Этим женщинам чужды комплексы, а их сексуальность порой зашкаливает.
Регулярно меняя партнеров как перчатки, они открывают для себя новые грани, постепенно вычисляя, какого мужчину в итоге хотят видеть рядом с собой. Их главная опасность – способность влюблять в себя, да так, что потом долго придется собирать по кусочкам разбитое сердце. Женщина-кладоискатель. Она согласна на отношения лишь с богатым партнером. И ей без разницы, есть ли у мужчины семья и сколько ему лет. Потому что важно лишь одно – своя жилплощадь в престижном районе, дорогая машина и непрекращающийся поток щедрых подарков. Эти женщины очень коварны. Со своей потенциальной жертвой они ласковы, нежны и бесконечно любезны. Способны засыпать поцелуями и сладкими объятиями и не устают повторять, что лишь с этим мужчиной они наконец-то ощутили себя настоящей женщиной. Всех женщин из твоего окружения она считает конкурентками и главными врагами, пребывая в постоянной боевой готовности защищать свое имущество, даже если придется пустить в ход физическую силу. Искательница приключений. В эту категорию входят замужние женщины, уставшие от быта, проблем и рутины. Их главная цель – сменить обстановку и с головой окунуться в романтические приключения. Такие женщины доступны лишь днем, потому что с наступлением вечера им непременно нужно вернуться домой, да еще и в хорошем настроении. В глубине души каждая из них желает одного – быть любимой. Да, искательницы приключений бывают предательски хороши, но подходят они лишь для интима. О полноценных отношениях можешь даже не мечтать, они загонят тебя в тупик. Сильная и независимая. Она живет в материальном мире, где важны лишь деньги. Такие женщины – карьеристки, которые работают круглые сутки, чтобы всегда иметь туго набитый кошелек. Они гордятся тем, что зарабатывают много и регулярно посещают самые элитные мировые курорты, не забывая старательно напоминать об этом окружающим с помощью социальных сетей. Конечно же, все их окружение поставлено в известность, что со всеми своими проблемами эти сильные и независимые женщины справляются исключительно сами. Завязав отношения с такой труженицей-карьеристкой, мужчина чаще всего ощущает постоянный дискомфорт, ведь у него отбирают право играть свою естественную мужскую роль. Заложница подружек. Подруги для таких женщин самые близкие и доверенные люди, чье мнение ценится превыше всего. Естественно, именно подружки решают, достоин ли ты своей избранницы, или же пошел ты лесом. Все самые сокровенные тайны женщины будут безоговорочно доверены ее подругам, точно так же, как и важные решения. Самой ей, по всей видимости, просто не хочется ничего решать. Иными словами, твоя избранница превращается в самую настоящую заложницу собственного окружения. Женщины такого типа таят в себе немалую опасность. Даже после замужества они сохраняют полную зависимость от подруг, целиком и полностью доверяя им свою жизнь. Золушка. Эта женщина живет в нищете, что заставляет ее постоянно искать мужчину, который решит все ее проблемы и распахнет перед ней двери в совершенно новый мир. Ее обшарпанная квартира не видела ремонта уже лет 10, и перед сном она мечтает лишь о том, как в один прекрасный момент встретит принца на белом коне, который заберет ее в свой прекрасный замок. Работы такие женщины боятся как огня, бросая все свои усилия на поиск состоятельного мужа. Уверенно двигаясь к своей цели, они закрывают глаза на многое, включая возраст, внешние данные и другие недостатки своего избранника. Главное, чтобы он был богат и обеспечил бедной женщине сытое и радужное будущее. Пиявка. Рядом с такой женщиной вы будете чувствовать себя как рыба в сети. Вырваться от нее практически невозможно. Женщина-пиявка будет рядом всегда, потому что самое страшное для нее – отпустить тебя даже на мгновение. У нее нет хобби, ей ничего не интересно, мир сошелся клином лишь на тебе. Такая женщина может даже спокойно пойти с тобой на футбол, хотя он глубоко ей противен, лишь бы быть рядом, не выпуская жертву из поля зрения ни на секунду. В конце концов, она попросту задушит тебя своим присутствием.
Интеллектуалка. Интеллектуалка очень опасна для среднестатистического мужчины. Она все знает, так как постоянно читает и смотрит телевизор. И не любовные мыльные оперы, а научно-популярные программы или что-то вроде этого. Она каждую минуту старается подчеркнуть свое превосходство и ум. Интеллектуалки думают, что именно их интеллектуальность может сразить мужчину на повал, и он, как раненая птица, упадет к ее ногам. Хищница. Нет ничего страшнее, чем злая женщина. Такие женщины ненавидят мужчин и винят их во всех смертных грехах. Будьте осторожны с такой женщиной. Она, как змея, медленно и тихо подползает к мужчине и неожиданно, броском, наносит ему смертельный ядовитый укус. У них только одна цель – нагадить, и гадят они жестоко. Кстати, избавление от укуса проходит мучительно больно и долго. Центр вселенной. Такие женщины всегда находятся в центре всеобщего внимания. Они болтают без умолку, кокетничают, ослепляют окружающих обворожительными улыбками, обращая на себя всеобщее внимание всеми доступными способами. И, конечно же, очаровывают даже самых стойких мужчин. На первый взгляд, эта женщина кажется самым настоящим подарком. Создается впечатление, что ты сумел отхватить истинный бриллиант. Но тут стоит задуматься, насколько легко будет строить жизнь с партнершей, привыкшей всегда быть центром вселенной. Так или иначе, ее всегда будут окружать другие мужчины. Она привыкла к этому и вряд ли откажется от такого удовольствия. По зубам ли тебе такое испытание? Да и нужно ли оно вообще? Заботливая мамочка. Такие женщины встречаются на мужском пути довольно часто. Это типичные мамочки. Их назойливая забота и опека могут превратить любого мужчину в маленького мальчика, не способного трезво мыслить и совершать взрослые, обдуманные поступки. Вычислить такую женщину достаточно просто. Она круглосуточно заботится о своем избраннике, печется о его здоровье, может спокойно принести ему ужин под нос, чтобы не отвлекать от компьютерной игры или футбольного матча, тихонько собирает носки, разбросанные мужчиной по всей квартире, и каждое утро гладит ему брюки. Такая женщина постоянно исполняет роль матери и не дает вам мыслить и поступать так, как велит вам ваше сердце. Таких признаков может быть не одна сотня, в зависимости от того, что мужчина считает опасным для своей жизни. Данный ролик был создан исключительно в познавательных и развлекательных целях. Мы не хотели никого обидеть, оскорбить или разоблачить. Всем, кто досмотрел до конца, мы выражаем огромную благодарность, в особенности прекрасному женскому полу. Всем добра и всем пока!